Это видео предназначено для владельцев кайтов Cabrinha Drifter. В нем я подробно расскажу о том, как подготовить свой дрифтач к его первому запуску. Итак, извлеките купол из рюкзака. Полиэтилен и стяжку отложите в сторону вместе с рюкзаком. Аккуратно разворачивайте кайт, желательно в чистом месте, без сильного ветра. Вы обнаружите тонкую бумагу, у которой производитель защитил ткань купола. При сильном ветре ее просто может сдуть, а мы не любим засорять природу. Удалите бумагу из купола, больше она вам никогда не потребуется. На переднем баллоне с одного из краев купола вы обнаружите место, куда можно вписать свое имя и телефон. Это может пригодиться, например, если вы забудете свой кайт на берегу. Добропорядочные райдеры всегда готовы прийти на помощь и вернуть вам забытый кайт. Облегчите им эту задачу с помощью перманентного маркера. Также в этом месте указан серийный номер вашего кайта, дата его производства и подпись контролирующего качество сотрудника. Эта информация может понадобиться при наступлении гарантийного случая. У дрифтера есть настройки для катания по волнам в разных условиях. Если вы катаетесь на волнах при ветре в берег, то ничего трогать не надо. Заводские настройки оншор – это то, что вам нужно. Если же ветер у вас дует в лицо волны или вдоль, как у нас на Маврикии, то необходимо переставить подкупольную строповку на узелки офшор. Ближе к краю переднего баллона два узелка с одной стороны и два с другой. В этом положении кайт может дальше уходить в край ветрового окна. Перед накачиванием вашего кайта присоедините страховочную веревку от насоса к петле, расположенной рядом с клапаном накачки. Откиньте защитный колпачок и прикрутите клапан к баллону. Перед тем, как подсоединить шланг к клапану, рекомендуется сделать насосом два качка в воздух, чтобы из шланга выдуть, возможно, попавший внутрь песок или мусор. Иначе они могут попасть внутрь баллона при накачивании. Кабриновские кайты накачиваются через один клапан. Воздух из переднего баллона через резиновые трубки перетекает в поперечные баллоны. Кайт должен быть накачан до необходимого давления, рекомендуемого производителем для каждого размера купола. Для этого на насосе имеется манометр. Если нет манометра или он вышел из строя, то качайте до такого состояния, чтобы кайт сохранял свою форму и его трудно было бы согнуть пополам. Отсоедините насос, закрутите крышку клапана и закройте защитный велкроколпачок. Рекомендуется перекрывать резиновые трубки между поперечными и передними баллоном. Для этого на кайтах Cabrinha имеются пластиковые зажимы. Если при падении кайта или в замыве какой-то из баллонов будет поврежден, воздух в перекрытых баллонах останется, что облегчит задачу возвращения на берег. Аккуратно переносите кайт полумесяцем, удерживая его за передний баллон, так чтобы ветер поддувал снизу и помогал вам нести кайт к месту старта. На пляже прижимайте кайт чем-нибудь тяжелым, в идеале мешками с песком, но можно и доской, если ветер не очень сильный. Без присмотра кайт на пляже оставлять не рекомендуется, ветер может усилиться или неожиданно поменять направление. Привязывая стропы к кайту, обратите внимание на 3 узелка, предназначенные для боковых строп. Производитель для начала рекомендует использовать центральные узлы, а крайние положения для слабого и сильного ветра. Таким образом вы регулируете длину боковых строп. Я же предпочитаю всегда ставить на дальние от купола узлы. Так кайт может и чуть меньше тянет, но зато лучше летает, что позволяет мне набрать тягу за счет махов купола. Страховка на Cabrinha реализована через одну центральную стропу. Эта стропа помечена черным ярлыком с надписью X1. Следует заранее продумать, к какой стороне купола вы будете цеплять эту стропу. Так, например, мне часто приходится самостоятельно без помощников сажать кайт на берег, который находится у меня при обычном направлении ветра на правом галсе. Поэтому в случае резкого усиления ветра и необходимости самостоятельного приземления я прицеплю к той стороне купола, которая будет находиться сверху на правом галсе, то есть к левой. Итак, быстро распутываем стропы, запускаемся и сразу же едем на волны. Туда, где этот кайт покажет себя во всей красе. Я считаю дрифтер образцово-показательным волновым кайтом, потому что у него есть одна очень важная особенность. При резком провисании строп, что постоянно происходит во время скатывания с гребня волны, он не падает с неба, а пятясь назад сохраняет свое положение в ветровом окне. Это очень удобно, так как позволяет в момент проезда по волне
полностью сосредоточиться на процессе скольжения по стенке, уделяя минимум своего внимания непосредственно управлению куполом. Он начал тренировки и стал тренироваться. Его тренировал тренер, и он тренировался. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой опыт катания на кайте Дрифтер будет полезен и вам. До встречи на волнах.